Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Зум. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, сегодня мы снова отправляемся на континент с диковинными животинками, которые души не чают в своих фирменных сумках австралийского производства. А любоваться сегодня мы будем милейшим существом. Правда, по факту оно не такое милое, как кажется на первый взгляд, и поэтому не заслуживает титула королевы милоты. Поэтому он остается у моей любимой красной панды. Ролик о ней смотрите в плейлисте «Животные Европы и Азии». А сегодня встречайте лисьего кузу, он же щеткохвост или лисовидный поссум, или обыкновенный кузу-лиса, ну или аделаидская шиншилла, млекопитающее семейства кускусовых. Если посмотреть, то это аж до 60 сантиметров милоты и до 40 сантиметров пушистого хвоста. Сюда же большие глаза и длинные мимимишные пальчики. Прямо хочется взять и потискать это сумчатое очарование, но не стоит спешить с выводами. Начнем с истории. Живет наш сегодняшний герой на всей территории Восточной Австралии. В некоторых районах Западной Австралии, в частности вблизи Перта, на севере материка и на острове Тасмания. В 19 веке лисий кузу был акклиматизирован, а затем ввезен в Новую Зеландию. Долгое время пушистый зверек экспортировался Австралии как аделаидская шиншилла для производства шуб. Необычная окраска стала причиной большого спроса на мех лисьих кузу. Добыча этих животных когда-то была основным источником дохода у местного населения. Сами зверьки настолько медлительны, что поймать их сможет любой, кто умеет лазить по деревьям. Подавляющую часть суток они проводят именно там. При приближении опасности они вместо того, чтобы убегать, виснут на ветке, зацепившись сильным хвостом, и замирают. В 1947 году правительство Новой Зеландии сняло все запреты на охоту на кузу. Ежегодно охотники, используя капканы, ружья и ядовитые приманки, добывают и уничтожают по разным данным от 1,5 до 3 миллионов зверьков. Но на популяции это не сказывается, хотя это совсем не оправдывает лысых обезьян в погоне за чужими шубами. Однако кузу — это не только ценный мех, но и 4,5 килограмма ценного мяса. Кузу прекрасно осведомлен о своей привлекательности для мясоедов-хищников, посему живет он исключительно по ночам. Днем кузу преспокойно видит сны где-нибудь в дуплах деревьев. Живут они поодиночке, каждый на своей территории, а на территории самца может жить несколько самок. Интересно, что у них есть своего рода иерархия, и тот, у кого статус выше, может позволить более низкому обитать на его территории. А вот в Новой Зеландии, где мало хищников и достаточное количество пищи, лисьи кузу живут в очень тесном и мирном соседстве. Для общения друг с другом лисьи кузу используют целый набор звуков от шипения и рычания до взвизгивания и даже похрюкивания. Большая часть рациона кузу — это, конечно же, растительная пища. В некоторых регионах более 90% еды могут составлять эвкалиптовые листья, а в некоторых они с удовольствием упирают листву крайне ядовитого железного дерева. Могут запросто перекусить некрупными позвоночными и беспозвоночными. А еще они очень любят яйца. Именно поэтому в Новой Зеландии их считают виновниками сокращения популяции и без того редкой птицы киви. Кстати, об этой доисторической птице тоже есть ролик. Ищите его в плейлисте птицы. Но когда перевернутый континент засыпает, то просыпается наша пушистая мафия. Акробатам-древолазам оказалось мало фруктовых деревьев. Кузу позарились на двуногих соседей и стали проникать повсеместно в дома к людям. Оказалось, там полным-полно всяких вкусняшек. Так что перед вами австралийская версия енота, а любовь австралийских шиншилл — это прямо размножение на принтере. Именно поэтому их численность вообще не сокращается. А все потому, что к разврату кузу готовы постоянно, а беременность при этом длится всего 2,5 недели. Конечно,
пара детишек еще месяцев 9 сидит у мамки сначала в сумке, а потом на шее, набираясь житейских премудростей. Зато по итогу зверек полностью готов к самостоятельной 13-летней жизни, где его ждут крепкий дневной сон и активная ночная жизнь со всеми вытекающими приятностями. Особенно сильно от проказ Кузу досталось новозеландцам, ибо дело вышло из-под контроля. Местные жители завезли недошиншилл специально, дабы сделать как лучше, поднять экономику и, по примеру соседней Австралии, зарабатывать на экспорте пушнины. Но все получилось как обычно. Человеки не подумали и не учли, что на перевернутом континенте есть, например, собаки динго и лесные пожары, которые держат численность этих зверьков в рамках допустимого. В Новой Зеландии нет ни того, ни другого, поэтому сумчатые Кузу расплодились неимоверно. Последней каплей для новозеландцев стал упавший мировой спрос на пушнину. По итогу армия из 70 миллионов пушистых обаяшек начисто сгрызла молодую лесную поросль, в том числе ценных и уникальных пород. Новозеландским животинкам-эндемикам Кузу тоже нагадил, как я уже говорила, поедая яичницу из их яиц. Кстати, такой же казус, как с Кузу, произошел в Новой Зеландии с горностаем, которого совершенно опрометчиво привезли, не рассчитав степень психованности куньего характера. Смотрите ролик про знаменитое семейство куньих в одноименном плейлисте. В 2016 году людишки опомнились, и правительство Новой Зеландии решило, что с понаехавшими Кузу, горностаем, крысами и мышами надо что-то срочно делать. В идеале избавиться от них полностью. Однако вряд ли эти милые зверушки теперь так просто сдадут свои позиции. Кстати, эти поссумы, не путать с орущими опоссумами из Америки, очень легко приручаются. Они становятся крайне ласковыми питомцами. Приручение Кузу не составляет особого труда. Они ведут себя кротко и миролюбиво, не пытаются кусаться или царапаться. С кормлением тоже не возникает вопроса. Проблема содержания состоит лишь в одном. От этого животного исходит довольно специфический запах, малоприятный для владельца. Именно поэтому в домашних условиях Кузу встречается крайне редко. А вы бы смогли забыть про запах Кузу и завести этого милого пушистого размножителя дома? Пишите в комментариях. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!